Что можно ожидать от отдыха на побережье Италии? Конечно же, пляж. Согласно энциклопедическим данным, береговая линия Италии около 7600 километров, что примерно как по воздуху от Мюнхена до Флориды. Считается, что особенно красивое побережье в Тоскане, общая протяженность которого около 320 километров. Мы объехали несколько пляжей в радиусе 100 километров от наших апартаментов. Кстати, не только в Тоскане. Вообще, пляжи здесь – это определенный вид сервиса. Это не отель, но и не просто шезлонг, зонтик и душ. В зависимости от уровня пляжи предлагают своим посетителям ресторанчики, бассейны и различные развлечения, например, аквагимнастика, курсы по плаванию для детей, катамараны, а в некоторых случаях даже спа. Понятное дело, что провести день в таком месте обойдется недешево, но плюс в том, что вы не привязаны к одному месту, отелю и можете хоть каждый день пробовать что-то новое для себя. Все это в теории. И сейчас мы с вами посмотрим, как все устроено в 2021 году. Ах да, обычные городские пляжи тоже есть, и они бесплатные, но, как правило, они занимают небольшую площадь, и в этом случае зонтики надо носить с собой. Ну что ж, для начала мы отправляемся на один из пляжей города Форте-де-Марми. Если загуглите, то интернет сразу выдает, что это один из самых популярных курортов Тосканы. Скажу честно, самостоятельно нам не удалось сразу найти место ни на одном пляже Форте-де-Марми. И это несмотря на то, что мы уже были в 8 утра на пляже. Аж за неделю вперед хозяева наших апартаментов забронировали для нас местечко. Конечно же, здесь круто. Почти у каждого пляжа есть своя парковка, поэтому можно не тратить утренние часы на ее поиски, а лучше начать день с чашечки вкусного, ароматного итальянского кофе и свежих круассанов. Кстати, считается, что итальянцы умеют очень вкусно готовить кофе и постоянно его пьют. Мне удалось узнать, как итальянцы варят кофе у себя дома. И, конечно же, делюсь с вами. Ссылку на видеоинструкцию оставлю под этим видео. А мы идем на песочек. Как видите, пляж практически пустой. И таким он будет оставаться целый день. В том-то и загадка. Почему же невозможно забронировать здесь место? Кто знает ответ, поделитесь в комментариях. Зонтик, 2 шезлонга и 2 кресла обошлись нам в 50 евро. Бассейна на этом пляже не было, но и наша цель – покупаться в море. А сейчас мы перемещаемся с вами в городок Камайоре. Это самый ближайший пляж от наших апартаментов. С парковкой здесь уже сложнее, так как в основном пляжи не располагают своими парковками. Но вот с самим местом на пляже нам повезло гораздо больше. И это несмотря на то, что мы были в выходной день. Те же 50 евро за зонтик, 2 шезлонга, 2 стула, но уже и с возможностью покупаться в бассейне. Но все же море и игра в песке привлекла нас больше. Чтобы вас ориентировать, мы были с вами вот здесь, переместились в Лидо-ди-Камайоре и сейчас направляемся в Виареджио. Кстати, это можно сделать и пешком, и на велосипеде. Если вы, как и мы, решили прокатиться на автомобиле, то опять же будьте готовы искать парковочное место. И таки да, оно платное. Пляжи Виареджио, как нам показалось, предлагают явно более разнообразный сервис, чем в Камайоре. Но и с местами здесь не так-то просто. Нам повезло пару раз и всего за 30 евро. Тот же стандартный для нас комплект зон, 2 шезлонга и 2 стула на одном из местных пляжей. Но вот горячая вода в душевой уже за отдельную монетку. Безусловно, здесь очень чисто и ухоженно, а качество воды в море постоянно контролируется.
Есть даже специальный фонд, который уже больше 30 лет отслеживает состояние пляжей, а самым чистым присуждает экологический символ голубой флаг. А вот и актуальный лист пляжей, которые в 2021 году признаны самыми чистыми пляжами Тосканы. Ссылка на источник в описании под этим видео. Конечно же, вот так провести на море денек, а может быть и закат, это так классно. Вообще все эти пляжи находятся на побережье Тиренского моря, которое продолжается на север и переходит в Лигурийское море. Туда направляемся и мы. Ле-Ричи – это настоящий магнит для туристов. Поэтому важный момент. Если вы решили здесь побывать, приезжать нужно как можно раньше. Во-первых, чтобы найти парковку, а во-вторых, чтобы найти место на пляже. Нам удалось здесь расслабиться только со второго раза. В первый раз, после 40-минутного поиска парковки, мы не смогли найти даже маленького местечка на городском пляже. Ну а если все сложится, то можно насладиться пляжем, не похожим ни на какой другой. Крутой берег, прекрасные виллы 17-18 века, чистейшее бирюзово-синее море, совсем мелкие камешки, почти как песок, но все же камешки, а еще маленькие магазинчики, ресторанчики с видом на море. Еще один совет. Припарковались и сразу на пляж. Бронировать место. Зонтик и 2 шезлонга 25 евро. Да, если для вас критично, обязательно интересуйтесь, есть ли теплый душ. Удовольствие от дня, проведенного здесь, неописуемое. А я сказала, что на всех пляжах вы спокойно можете выходить за пределы территории и возвращаться на свои места. Так вот, это так, и никто не займет ваше место. Но если решились все же уехать и не возвращаться, скажите об этом персоналу. Тем самым вы даете шанс и другим насладиться этой красотой. Мило здесь, правда? Но мы захотели большего. Для этого направляемся еще севернее и попадаем в регион, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы в Монте-Россо. Друзья, это абсолютный рай. Прозрачная, чистейшая вода, живописный вид на город, зеленые холмы, скалы, яркие домики. Попасть сюда нам удалось только с 3-го раза, а забронировать место на пляже аж за 3 дня вперед. 55 евро предоплата и зонтик, 3 шезлонга на первой линии наши. Так как попасть сюда было целое приключение, заслуживающее отдельного видео, то прямо сейчас нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал, если этого еще не сделали, чтобы ничего не пропустить.